Привет! 3 причины, почему ты так сильно устаешь. Первое. Многозадачность. Вспомни свой обычный поход на работу или на учебу рано утром. Ты оделся, надел капюшон, руки по швам, стоишь, не шевелишься, и ноги тебя сами несут. Ты расслаблен и отдыхаешь. Так? Нет. Как бы не так. Мы в основном добираемся на личном либо на частном транспорте. Попутно мы едем быстро, очень быстро. Одновременно говорим по телефону, слушаем музыку, радио, новости, смотрим текстовые сообщения, навигатор, едим, пьем, ковыряемся в носу и делаем что-нибудь еще. Казалось бы, что в 21 век мы должны делать как можно больше всего за раз, чтобы больше всего успеть. Но это неэффективно, потому что все кроется в нашем мозгу. Когда перед нами возникает задача, лобная доля ее анализирует и отправляет дальше в мозг, создавая в мозгу центр внимания. Если у нас несколько задач одновременно, лобная доля разрывается между всеми этими задачами, откусывая от каждого по кусочку и создавая в мозгу не один центр внимания, а несколько. Ровно столько, сколько у нас задач. Нам кажется, что мы делаем все одновременно, но как бы не так. Мы очень быстро переключаемся с одной задачи на другую. В итоге нам кажется, что все происходит в раз. Но на самом деле все происходит по очереди. И все это висит в нашем мозгу, утомляя его в 10, а в то и 20 раз больше. Таково строение нашего мозга. В таком режиме способны работать эффективно лишь только 2% от всего населения Земли. И то это не многозадачность, а так называемая ложная многозадачность. Потому что мозг однозадачный. Делать что-то одно. Сидите в интернете, одна вкладка в браузере. Говорите по телефону, не надо в это время еще писать мемуары, рисовать картины и плясать на одной ноге. Это неэффективно. Мозг будет занят чем-то одним. Вторая причина твоей усталости – это информационный шум. Что это такое? Каждый день вокруг нас сваливаются сотни, а то и тысячи гигабайт разной информации. Просто идешь на работу, на учебу, там реклама, шумы, разные вспышки, цвета, изображения. Пришел на работу, по работе много информации, интернет, разные справочники, телефонные звонки. И все это тебя загружает. Попутно мы сами себя бомбим лишней информацией, когда серфим по интернету в скоплении самого большого информационного шума. Например, Например, хотим узнать что-то в связи с нашим хобби или увлечением. Что мы видим на YouTube? Реклама? Заросла щетина. Ха-ха. Попробуй новое средство от Небрея. Инновационный продукт в сочетании с ложкой X9000 Pro. Ты добьешься самого гладкого в мире бритья. Попробуй, не пожалеешь. Потом твой ролик и снова реклама. Затем лишние элементы. Снова реклама. Зашел на Хабр, на Википедию. Пришли разные смс-ки, спам, уведомления на почту. И в итоге что? Ты постоянно грузишь себя этой информацией. В итоге твой мозг просто перенаполняется. Пришел домой отдохнуть? Что делаешь? Включил телевизор, либо зашел в интернете, что-нибудь почитать, посмотреть. И в итоге ты опять себя грузишь информацией. Думаешь, нет, все, хватит, ухожу в офлайн. Садишься, достаешь книжку. А книга это что? Книга тоже информация. Одно слово, несколько байт. Для мозга это работа. Ты думаешь, ты отдыхаешь, но мозг считает это работой. Поэтому ты не отдыхаешь, ты устаешь. Это твоя вторая причина. Третья причина твоей усталости – это твой настрой. Да-да, именно твой, бро. Твой настрой. Когда на тебя свалится много информации, много всего, многозадачность, ты кипишь, и что-то появляется новое, и ты на это не можешь адекватно реагировать, потому что твой мозг уже закипел, перегорел, и у тебя нет сил. И в итоге негатив, негативные мысли, депрессия и уныние, из-за чего ты чувствуешь такую большую усталость. Сейчас мы с тобой сыграем в небольшую игру. Я поставлю на тобой эксперимент. Смесь между тестом Роршаха и Зигмунда Фрейда. Продолжи фразу. Жизнь работа дома. А теперь, что ты вставил под звуком пи?
хороша, замечательно, уютно. Если твои слова более негативные, чем были на самом деле, значит реально проблема в твоем настрое. Бро, будь проще. Постарайся каждый день записывать 5 вещей, которые сегодня тебе понравились. Каждый день записывай, и ты удивишься, как тебе стало там легче. Ну и старайся избавляться от негатива. Меньше ворчать, меньше дизлайков, меньше негативных комментариев и меньше стресса. Бро, у тебя получится. Спасибо, что был с нами. Жми красную кнопку. Продолжение следует.